Дева, 2024 год. И я приветствую вас, представители знака зодиака Дева, на канале Таро Инспирационе. И сегодняшнее видео Таро прогноз, гороскоп на предстоящий 2024 год. Он будет посвящен именно вашей личности, вашим каким-то личным, может быть, творческим проектам. Может быть, это будет какие-то достижения, амбиции. Мы посмотрим вопросы власти, и такое не исключаем, мы достанем такую карту. Вопросы личной жизни и любви, отношений в социуме. И посмотрим также мир собственности. Посмотрим, каковы материальные блага или что сейчас составляет ваш материальный мир на конец 2023 или начало 2024 года, и чем вы владеете сейчас, например, и как это будет складываться на 2024 год в последующем. Давайте мы посмотрим первую карту. Если мы сказали «Вы и ваша личность», мы достанем, что для вас будет означать в целом, как видят карты, как они оценят для вас ситуацию, может быть, отчасти настроение, может быть, какую-то общую характеристику этому году дадут в этой карте. Что это для вас 24 год? Маг. Я могу заканчивать наш таро-прогноз и расклад, потому что по магу возможно все. Конечно, не без манипуляций, но, наверное, манипуляции в первую очередь будут направлены на вас самих. Почему? Потому что где-то себя ведь придется перестроить. Вот эти энергии, они очень тонкие, едва уловимы, и, может быть, если прежде мы бы взялись за какое-то дело, ну, где-то так не додумав даже, да, по наитию или по привычке, или, может быть, вступили бы с кем-то в спор, что-то бы хотели доказать, отстоять свою точку зрения, а здесь нет. Нам придется научиться первым делом отступать полшага назад, наблюдать, делать выводы и только потом, принимая какое-то важное решение, просчитывать буквально свои последующие действия. Но, повторюсь, нет ничего невозможного. Вот если квинтэссенция в этой карте «Вы и ваша личность», то вы маги и волшебники, если хотите, алхимики, и вот такие возможности, которые накладывают еще и какие-то обязанности, потому что с чем-то не просчитаться, где-то себя самого или саму останавливать, как будто тоже придется. Но давайте мы спросим, что сможете осуществить или дополним карту мага, хотя чем можно дополнить? У нас выпадает семерка кубков. Знаете, в первую очередь всегда говорю, по нумерологии любая активность, она происходит в 6 стадий. Почему в картах Таро любая 6 – это победа? 7 – это идет неизбежная пауза, которая нам нужна, точнее, для перезагрузки. Мы не должны себя ускорять в чем-то. Нам нужно время для того, чтобы определиться, что дальше, куда мы приложим свои усилия. И здесь будет важен еще также элемент отдыха. Уставшие люди делают ошибки, а у мага достаточно холодной энергии. Поэтому правильно распределить свои силы на весь год для вас будет задача номер один. Тогда вы большего сможете добиться и достичь. Давайте мы посмотрим мир собственности, если мы говорим. Что на данный момент или начало 2024 года? Восьмерка жезлов нам выпадает. Это карта быстроты, скорости. Может быть, где-то передача информации. Это как информация может в виде новостей к нам какая-то или предложений приходить. На что-то мы будем откликаться быстро или быстро делать выводы. Может быть, вы находитесь в обстановке такой, меня смотрят люди из разных стран, когда сама по себе обстановка, обстоятельства вокруг вас турбулентные. Нет какой-то статики, нет спокойствия, когда нужно быстро что-то решить или, может быть, куда-то быстро, срочно отправиться или сделать словно правильный ориентир уже теперь на 24 год. Принять, может быть, важные решения, которые касаются отчасти недвижимости или, может быть, движимого какого-то имущества. Есть то, что мы не можем отложить на потом. Давайте мы спросим еще, потому что кроме скорости, быстроты и нашей реакции нам карта, в общем-то, не говорит чего-то более конкретного. И у нас выпадает король мечей. Это для кого-то из вас может означать
Знаете, наконец, если вы меня смотрите на конец 2023 года, или пусть это будет даже начало 2024, есть возможность получить новую должность. Может быть, обстановка вот так внезапно меняется. Человек, допустим, по вашему месту работы, службы какой-то увольняется, освобождается какая-то вакансия, и вам придется быстро действовать для того, чтобы ухватить эту самую возможность занять эту должность. Быть магом может быть немножко даже заранее, начать просчитывать с 2023 года, с конца. Может быть, и обстоятельства складываются, как будто подталкивают вас к каким-то решениям. Для кого-то из вас эта карта может еще означать какие-то согласования в высоких инстанциях, которые тоже будут по части либо ваших каких-то материальных, может быть, доходов. Это могут быть вопросы решения получения кредита или наоборот у кого-то закрытия кредита, потому что по королю мечей банкиры проходят тоже, и все вот эти банковские структуры и любые дела, которые связаны с финансами. Тем более мы смотрим как раз на материальный какой-то, какой успех и на материальную составляющую по этой карте. Есть еще, если мы говорим через работу или какие-то согласования, мы можем тоже оформить. Есть еще такой момент, что мы должны это делать, чего бы тут ни касалось. Как будто, соблюдая закон, все-таки это присутствует. Или обратиться к тем специалистам, которые, ну, может быть, это юрист, у кого-то адвокат, для того, чтобы сохранить какие-то свои материальные блага или в каком-то правильном контексте приумножить. Вот есть то, в чем мы не должны ошибиться. Холодная энергия. Если мы говорим про короля мечей, он наиболее удачлив в решении вопросов: дела, работа, бизнес и деньги. Вот как раз вы что-то можете уже для себя, ну, как какой-то знаменатель, или что-то сделать очень добро, хорошее в уходящий 2023 год. Может быть, правильное решение какое-то принять. И заходом на 2024. Давайте мы узнаем, как же будет развиваться ситуация в вашем финансовом мире. Колесо фортуны. И в этой колоде золотого таро очень добрая карта. Обратите внимание, нам показана семья. Правда, у кого-то проиграются вопросы, связанные с переездом или сменой недвижимости. Может быть, получение этой недвижимости или купля-продажа, или переезд куда-то очень далеко проигрывается тоже по этой карте. Когда мы отстраиваем наше благополучие, если мы говорим в целом про благополучие и материальные блага, это старший аркан, значит, действительно, обстоятельства вас как будто могут принуждать принять какое-то решение. И словно Вселенная помогает, если мы говорим, информация какая-то приходит, значит, в виде, может быть, каких-то новостей вы будете получать вот какое-то недостающее звено к тому, что вы бы хотели уже осуществить. И ваша задача, как в этой карте, нам помимо того, что показана семья и благополучие, нам показан отец семейства, который как будто следит за очагом. И вам, мои дорогие девы, придется удерживать вот этот вот очаг, как будто чтобы этот огонь не обжигал, но тепло согревал. По сути дела, это благополучие, это какой-то комфорт, это стабильность. Но это вместе с тем колесо фортуны. Мы где-то должны быть готовы к тому, что какие-то обстоятельства, какая-то реальность будет меняться, открывая, с одной стороны, новые возможности. И, может быть, они приходят. Все-таки у нас по королю мечей в этой колоде карт показан конкретно, который борется как будто с драконом, король мечей. И, значит, где-то не растеряться для вас будет тоже важно. Даже если приходит какая-то новость, которая может словно выбить нас из колеи. Но быстро взять себя в руки и определиться, что же это для меня. И знаете, тут может проиграться такая ситуация, мои дорогие девы, что для кого-то это патовая ситуация, а для вас будет этот кризис, или, как я говорю, хоть камни с неба, а для вас это будут именно возможности. Как это будет развиваться, ваш мир стабильности, дальше, в 2024 году? Карта заслуженного успеха. Обратите внимание, карта темная, а смысл у нее шикарный. Как будто дорогу осилит идущий.
И даже если поначалу нам темновато, но мы как будто продолжаем осуществлять то, что мы себе наметили, абсолютно точно нас ждет успех. Карта зависит напрямую от приложенных усилий. Если просто ожидать, ну вы-то как раз люди деятельные. Вы не ждете маны с неба. Вы труженики, правда, мои дорогие девы? И можно сказать, что какой-то успех абсолютно точно вам карта обещает. И даже если кто-то вот по этой карте, знаете, может совершенно разное быть значение. Для кого-то, правда, будет вопрос и недвижимости, переезда, когда мы, и нам карта показана, что люди отплыли от прежнего какой-то берега, повернулись к нему спиной и даже не хотят туда оглядываться. Они держат путь к другому берегу, и их там ожидает удача и успех. Для кого-то это может проиграться, вот эта удача, успех, как новое начинание по работе, по бизнесу. Может быть, вы переключитесь с работы в офисе или в какой-то организации на свое дело, на творчество, на ремесло, на что угодно, и вас в этом тоже будет ожидать успех. По этой карте прекрасно проигрывается IT-сфера, например, которую мы можем освоить, дополнив, допустим, себя самого прохождением либо курсов. Все же IT-сфера – это единственная, наверное, из немногих сфер, когда нам не нужно садиться за парту университета, буквально, да, и сколько-то лет тратить, а нам достаточно себя совершенствовать вот в этих скиллах или навыках. И эта новая профессия у нас уже в кармане. И часто шестерка мечей, мечи – это у нас воздух. И все, что связано, компьютерные технологии, или все, что связано с вашей популярностью, мои дорогие девы, может быть посредством интернет, как будто тоже ждет успех. Это может быть также деятельность, которая с командировками связана или работа. А для кого-то наоборот. Это будет, вот как я говорила, удаленная работа, может быть какой-то фриланс. Ну, наверное, до бесконечности можно по этой карте перечислять, но это всегда какие-то новые берега. И вас ждет успех. Прекрасно. Давайте узнаем отношения и общение. Что нам подскажут карты на 2024 год, если мы говорим о отношениях в социуме, с близкими, с друзьями, с далекими родственниками, может быть и с соседями. Что для вас? Как карты видят? Как будет складываться это общение? Вы словно под защитой, посмотрите, старший аркан, 21-й, последний, это итоговая карта. Я могу сказать, что кто-то из вас, правда, совершит переезд, мои дорогие девы, в 2024 году. Кто-то поменяет это самое окружение именно потому, что вы куда-то отправитесь, может быть, совершенно далеко. Кто-то и поближе, но это будет влиять в том плане на вас, что сам по себе круг общения может измениться. Может быть, это будут даже люди, которые говорят на других языках, и для кого-то из вас придется учить этот самый язык. Вот, кстати, шестерка мечей, и себя пробовать в новом деле, потому что я уже теперь в других условиях, в другой стране, может быть, или в другой местности, а там другие запросы, и мне где-то придется, может быть, подстраиваться словно под другую реальность. 21-й старший аркан говорит, что нет ничего невозможного. В этой колоде карт, очень добрая карта, нам показана дева, которая плащом укрывает людей. Как будто ангел-хранитель вас будет хранить от ненужных, может быть, или людей, которые очень хитрые, или которые вам могут навредить. Вы как будто под защитой будете высших сил, и в то же время нет ничего невозможного. Вы можете совершенно другое, как и окружение, построить, а у нас, кстати, эта карта ложится рядом с картой мага, поэтому где-то через общение, может быть, вы и по профессиональной деятельности что-то для себя можете совершить, очень доброе, хорошее. Для кого-то из вас это, может быть, были те отношения на расстоянии, хоть на личную жизнь мы сейчас еще отдельно достанем карты, но для кого-то это желание, тот планируемый переезд, который вы, может быть, долгое время хотели осуществить. Но здесь мы получаем полный итог чего-то. Вас будут радовать, может быть, если это даже будут новые люди, как новое какое-то окружение. Или для кого-то из вас это могут быть, увы, вопросы вступления в наследство. Такое тоже может проиграться, если мы говорим про далеких родственников. Вообще в целом, когда нас
наше окружение, либо вы его переформатируете словно, или вы его измените, либо каким-то образом оно у вас складывается через общение приятное взаимоотношение вообще как и в социуме, так и где-то это проиграется, может быть, ваша популярность, опять же, через интернет, по карте мир это тоже проигрывается. И много знакомых появится, тех, которых, может быть, и, ну, я не могу сказать сразу, что это будут какие-то друзья, но то, что жизнь заиграет другими, как будто красками, для вас, мои дорогие девы, это точно. Но если ваша деятельность связана посредством интернет, все-таки, опять же, у нас пространство нам показывают, и это проигрывается, этот самый интернет, то у кого-то из вас будет ждать большая популярность. Смотрим дальше. Общение в социуме. Что еще? Люди будут разные. И еще нам выпадает старший аркан, нулевой аркан. И, видимо, нужно будет где-то все-таки фильтровать окружение. Разные люди, особенно если ваша возрастает популярность. Может быть, это будет сопряжено даже с тем, что вы станете популярны по своей профессии. Может быть, экспертность ваша, то, чем вы теперь занимаетесь, это тоже будет где-то по нарастающей. И люди-то будут разные. Наверное, как по магу. Придется где-то правильно оценивать человека, потому что нулевой аркан именно в этой колоде Таро. Он проигрывается вот прямо по назначению, мои дорогие девы. Мы говорим нулевой аркан, шут или дурак. И в данном случае в картах описано, идет женщина, громко поет песни, стучит в бубен, привлекая к себе внимание. То есть будут какие-то нелепые, видимо, такие тоже персонажи, которые привлекают к себе внимание или какими-то несбыточными идеями или, может быть, отчасти какой-то глупостью, поэтому не поддаться где-то, ну, где-то и не сглупить будет тоже очень важно. Но вас как будто пространство защищает. Но людей мы не изменим, и поэтому все же два старших аркана, которые нам говорят, что это, с одной стороны, это начало чего-то может тоже означать, но и быть все-таки внимательным, вот как по магу. То, что я в самом начале сказала, куда-то не торопиться, а правильно оценить обстановку, правильно где-то оцените окружение. Вам придется. Давайте мы с вами посмотрим. Люди будут разные. Так вот, давайте мы с вами узнаем, что же любовь для вас, девы, в 2024 году. Достанем карту. Была какая-то разочаровывающая ситуация или для кого-то из вас это словно подведение итогов, если прежние отношения были со знаком минус. Что-то не сложилось. Или, может быть, за счет обстоятельств тоже была какая-то грустная история. Самое главное, о чем нам говорит карта, теперь это уже не важно. Теперь вот то разочарование, оно не должно нас поглотить полностью, когда мы боимся буквально открыть глаза. Помните, наверное, что сомнения, как и эта карта еще и внутренних страхов где-то, так вот страх искажает реальность. И сомнения тоже. А маг, он не может быть в этих энергиях. Мы можем, если начнем где-то, видимо, энергетика у вас будет такова, у вас очень сильная позиция, нам об этом сказали, но когда выпадает карта мага и одновременно девятка мечей, восьмерка мечей, если мы себе позволим вот такое разочарование, мы словно наколдуем не ту реальность. Мы мысли в этот период можем делать материальными. Поэтому если мы себе допустим какие-то сомнения, мы это в итоге и можем получить. Поэтому не сомневайтесь в себе, не ищите черную кошку в темной комнате, вы ее не найдете, ее там нет, потому что по девятке мечей это карта ночного кошмара, как будто нет этого в реальности, это нам приснилось, или была какая-то прежняя история, она уже закончилась, а осадочек остался, значит, ну, как будто избавиться от мусора ментального, нам тоже говорит карта, для того, чтобы, может быть, найти любовь или найти взаимопонимание. Давайте мы достанем еще на любовь карту. Для кого-то это важно, видимо, услышать. Здесь по справедливости. У кого-то могут проходить и сложные отношения, когда
Ну, может быть, были и суды, или они продолжаются с заходом на 24 год, значит, в 24 году будет поставлена точка и уход вот от этих окончательных разочарований. Может быть, какая-то история слишком затянулась. По аркану все-таки юстиция могут проигрываться те отношения в любви, может быть, это прежняя какая-то любовь, когда вы много вкладывались в человека, но вот ваши усилия были недооценены, и тогда вы тоже будете по справедливости делать выбор. Если мы говорим, как аукнулось, так и откликнулось. Конечно, если мы сделали что-то со знаком минус, к нам это может вернуться, безусловно. Но и мы-то оцениваем, если я вкладывался, а взамен не получилось вот именно равноценных каких-то отношений, захочется в чем-то поставить точку. Давайте мы посмотрим еще, может быть, для тех, кто в паре. Давайте так посмотрим. Здесь все больше на самосохранение. Девятка жезлов нам говорит, что мы не торопимся включаться в какие-то вопросы за исключением двух направлений. Первое, когда нам что-то угрожает, и правда, у кого-то любая ситуация может быть в зависимости от того места, где вы сейчас находитесь, и, может быть, проигрывается так, что я со своей семьей переезжаю, потому что то место, где я сейчас нахожусь, оно для меня слишком беспокойное или само по себе нестабильное. И из желания найти лучшее качество жизни, более спокойный какой-то уголок, где я могу отстроить свое благополучие. Даже для пары, для кого-то из вас может проигрываться как планируемый переезд. Повторюсь, девятка жезлов, если мы говорим, если нам что-то угрожает, мы предпринимаем какие-то действия. Или второй момент, когда что-то не упустить, как материальные блага или какую-то, может быть, по работе какую-то составляющую или какая-то ваша деятельность, когда вы можете просчитать и точно знаете, что этим делом следует заниматься. Для тех, кто в сложных отношениях, вот интересно, про любовь нам не говорят. В сложных отношениях у нас как раз есть возможность все-таки. Часто туз монет в этой колоде карт, но здесь еще это, посмотрите, нам изображен ангел буквально, который нам дает пентакль или монету, и часто эта карта как помощь высших сил. Или где-то с элементом как колесо фортуны. Нам ведь здесь сказали про семью, поэтому даже если в семье были сложные отношения, но определенно есть то, что мы сохраняем, то мы можем улучшить как взаимопонимание, или само пространство нас может словно объединить, может быть, через какое-то дело, или через какие-то обстоятельства. Здесь, даже если у вас нет брака, но были какие-то отношения, где были заминки, или не получилось договориться, не получилось, может быть, проговорить какие-то темы, вынести их на поверхность, а каждый что-то додумывает свое, то здесь, наверное, высшие силы будут помогать, чтобы сохранить этот союз. Поэтому будьте внимательны. Тут возможность. Конечно, для кого-то из вас это будет на личную жизнь получение финансов, а для кого-то это будет еще и возможности по вашему бизнесу, хобби, творчеству, работе, по вашим достижениям, по вашим амбициям. Буквально что-то, как через умение, через какие-то навыки получить материальный эффект. И, видимо, какой-то материализм будет скреплять вашу пару. Об этом тоже нам говорят. Для тех, кто один или одна. Новое знакомство. У вас очень сильная позиция. Наверное, не только для тех, кто один или одна, наверное, для всех, мои дорогие девы, потому что как карта мага, волшебник, да, алхимик, которому подвластно все, и карта сила, это тоже нам в той же энергетике где-то говорит о ваших больших возможностях. Я могу предположить, что просто для кого-то из вас, девы, профессиональная сфера или сфера достижений, сфера власти, когда я поставил, точнее, перед собой или поставила цель достичь высот в карьере или получить какую-то должность конкретную. Если вы поставили эту задачу как цель, вы ее получите. Вы ее получите дважды, потому что у вас еще шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Но быть более лояльным, по крайней мере, не
торопиться с какими-то выводами, не озвучивать, может быть, свое мнение. Где-то быть серым кардиналом вам придется дважды. Хоть на личную жизнь, хоть на какую-то составляющую по любой сфере жизни на целый год. Ну, как-то так. Вы, наверное, будете сами чувствовать в себе вот такие возможности, когда захочется добиться большего. Но я бы сказала, больше материальный какой-то будет подсмысл или ваша пусть сфера деятельности, но в конечном итоге это все равно будет сводиться к каким-то материальным благам или благополучию, по сути дела, это одно и то же. Давайте мы с вами посмотрим. Работа, творчество. Как видят карты. Карта Иерофант. Это где-то ваша карта. Когда у меня все должно быть оформлено, может быть, будем говорить, по любой сфере вашей жизни. Для кого-то из вас это будет означать, если вы тем более преподаватель, например, да, получение очень высокой должности вы можете достичь всего. Для кого-то из вас это готовность обучаться каким-то новым наукам или получить дополнительное какое-то образование. По этой карте мы учимся на чужом опыте, кстати, и у вас выпадает как карта силы, так и карта мага. И здесь правильный расчет тоже будет иметь значение, словно чужой опыт нам открывает, дает возможности, как ключи к миру, к пониманию, или для того, чтобы не совершить какие-то ошибки. Для кого-то из вас, пусть мы смотрим и на работу, и на творчество, но здесь какие-то вопросы, может быть, отчасти в личной жизни будут пересекаться с тем, что вы смените для кого-то место проживания, для кого-то вы смените офис на фриланс, например, да, для кого-то из вас это через какие-то обретение новых навыков, вы самого себя словно раскроете и обретете вот эту уверенность, стабильность, надежность, вот то, что вы любите, то, что вам нравится, какая-то неспешность есть. И словно все-таки, опять же, старший аркан вам словно по судьбе изменить самого себя, саму себя или свою судьбу. Что-то очень важное по аркану Иерофант у вас будет стоять на кону в 2024 году. И это мы смотрели, пусть на личную жизнь, вам выпала карта сила и карта мага. И я сказала, у кого-то будет сфера личных достижений. И мои слова подтверждает старший аркан Иерофант. Как будто вас пространство будет, ну, знаете, как демонстрировать какие-то ваши новые возможности, способности, чтобы вас как-то вы себя знали себе цену, но чтобы и, может быть, социум, общество вас оценило по-новому. Вот есть такой момент с учетом всех этих карт. Под какой-то защитой высших сил вы будете находиться. Да, нам говорят, сам-то тоже не плашай, потому что люди будут разные, карта шута, дурака буквально выпадает. Не сглупить, так и иметь в виду, что люди могут вот буквально, как нулевой аркан, нам тоже встречаться. Ну и возможности у вас большие. Старший аркан Иерофант можно не трактовать до бесконечности. Но давайте мы посмотрим, как в 2024 году работа и творчество будут развиваться. И нам снова говорят где-то отчасти про поддержку высших сил, про радость, счастье, удовольствие, когда я занимаюсь любимым делом. Мои дорогие девы, вот в себе точно не сомневайтесь, вот эту девятку мечей гоните, как мусор, правда, исключайте из своей жизни какое ни было бы сомнение себе. Пусть там кому-то что-то не нравится, или какие-то досужные мысли досужего человека, они не должны вас касаться. Здесь больше доверия самому себе. И посмотрите, ангел изображен. Туз кубков в колоде золотого таро, так выглядит карта возможностей, удачи, счастья, успеха. Когда мы просто счастливы, мы отстраиваем новое качество жизни. Через творчество, через вашу, может быть, деятельность. И она может быть разная, я уже не буду повторяться. У каждого какая-то своя составляющая. Но, видимо, когда в ваших руках будет больше власти, больше управления, когда вы занимаетесь
И это будет важно. Любимым делом вы словно раскрываетесь по-другому. Вы свои возможности и себя самого или себя саму видите иначе. Для вас будет важно именно какая-то, ну, больше, когда в ваших руках больше сосредоточена власти, нежели когда вы работаете на кого-то, правда. Это будет. Пусть вы, знаете, занимаетесь каким-то ремеслом, и ваше как бы дело, оно не глобальное, оно небольшое, но вы сумеете развить до каких-то высот. Но в 2024 году, даже начав что-то с нуля, вы будете видеть, что я на правильном пути. Вот теперь давайте мы посмотрим карьера, амбиции. Ну вот, даже я не успела сказать слово власти, нам выпадает карта императрица, и здесь про все. И про благополучие, и про карьеру, и про амбиции. И, безусловно, это карта власти, но власти доброй, когда мы где-то вот так вот лояльны к миру, и при всем при том, что мы остаемся где-то серыми кардиналами. А для чего? Чтобы себе не навредить. Но лев подчиняется или вам подчиняются по карте императрица, потому что не чувствует агрессии. И все в вашей власти, все в ваших силах. Какой бы проект себе вы, мои дорогие девы, не запланировали, маг, карта сила, карта императрица, старший аркан Иерофант и туз кубков. Вот к другому качеству жизни мне нечего добавить. Давайте мы возьмем карту, что важно знать на 2024 год для вашего знака зодиака. Может быть, знать, может быть, учесть. Оставайтесь на своей волне. Посмотрите, сколько у вас старших арканов. Это аркан отшельника. Он идет своим путем. Нет помех, что важно знать. Вот посмотрите, обратите внимание. Из всех помех только девятка мечей. Это карта внутренних сомнений и страхов. А так вы действительно словно под защитой. И благодаря вот таким энергиям, как у мага и по карте сила, у вас сама по себе сильная позиция. И нет ничего невозможного. Тут, как и в личной жизни, что-то отстроить, так как вы захотите, так и наладить свое дело или получить заслуженную должность, или совершить переезд, или, может быть, создать семью. Для кого-то так проиграется. Материнство может проиграться по этой карте, ведь тоже, мои дорогие девы, у каждого как-то по-своему заиграют все сферы жизни, мои дорогие девы. Тут какая-то, знаете, как смена парадигмы идет в 2024 году. Этот год, будет для вас абсолютно точно очень важен. Давайте мы достанем еще карту, что скрыто. Чему вы можете не придать значения? Возможно, так. А это будет важно. Вот если нам карта дурака буквально выпала на общение, на социум, и вот как раз общение, социум, пятерка жезлов. Это что? Это много людей в вашем окружении или много информации. Информация разрозненная. Я называю эту карту информационного хаоса, когда не следует реагировать быстро, потому что приходит одна новость, а через какое-то время приходит та, которая отменяет предыдущую. Или вам надо будет правильно оценить людей, чтобы, с одной стороны, нам сказали не сглупить. И, кстати, по пятерке жезлов проходят те люди, которые ненадежные. Они сегодня думают одно, пообещают, а завтра они подведут, потому что они изменили свое мнение. Или нам скажут, я тебе помогу в каком-то деле, окажу содействие. А когда наступит этот момент, нам скажут, а я сейчас не могу, у меня сейчас более важные вопросы. Им ничего не стоит повернуться к нам спиной и уйти. Вот, видимо, правильно оценить людей. Вы-то под защитой, и в очередной раз повторяюсь, но и не плашать-то нам самим тоже следует. Могут быть люди, которые пытаются вас вывести словно из себя, да. Вот есть такое, которое выражение не очень красивое, нам действует на нервы. Вот буквально по этой карте и такое тоже может быть. Так вот, не поддавайтесь на провокацию, мои дорогие девы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.